Не снимай, не выкладывай. 19 февраля, мальчишки. Так, сегодня репетиция, поэтому я еду на базу загружать свое барахло. Интересно, меня так поджали, а я прям плотником подъехал к этому форду сзади. Если бы это был не куб, это была бы проблема. То есть нык-нык-нык-нык-нык, а тут буквально за 2 движения выйду. Так, что мне надо взять? Педаль, стул, все. Я, короче, оставила эту идею, там звучать красиво, вкусно на рэп-базе. Потому как основной звук задают барабаны. А барабаны не лучшего качества и уровня. Поэтому пытаться украшать это каким-то топовым железом, это хрень полная, короче. Я все-таки считаю, мое железо можно назвать топовым. Потому что сплав топ, а все, что делается из сплава В20, это уже нельзя назвать ученическим железом. Поэтому играю на том, на чем есть. Все. Вот. Просто мне нужна моя педаль, мой стул и мои палки. Ну что, рискнем. Посмотрим, сколько там. Ну, почти рядом. Я не знаю. Еще чуть-чуть и будет касание, короче. Вот. Дальше не поеду. Ну и вот что спереди у нас. Сейчас просто вот буквально за 2 движения я выйду отсюда. Вот повернул руль до конца направо. Вот я уже почти выехал, прикинь. Еще раз назад. Отлично. Все. На Тойоте я бы тут выкруживал бы, я не знаю. Просто замучился бы кружить. В 2017 году тоже решил покончить с кубом. Купил себе Тойоту ББ. Снаружи идеальный автомобиль. По двигателю идеальный автомобиль. По ходовке, по железу, все. Салон собран очень качественно, не то что в кубе. Ничего не гремит, ничего не стучит. Все очень четко. Но багажника нет. Сзади вместо дивана лавка, блин. Гребаная панель приборов у пассажира, блин. Карманов 0, подстаканников 0. Я полгода кое-как вынес вот это страдание и продал ее нахрен. Так, что мне? Лампу я снял. Так выглядит поинтересней, потому что либо надо по всему периметру вот так вот делать, допустим, светодиодной какой-то штучкой. Вот. Потому что одна лампа смотрится как-то неинтересно. Здесь хочу сделать такой столик на ножке, чтобы на него ставить пульт, телефон, например, класть. В общем, чтобы не было здесь никаких, столов, вот этого всего, короче. Вот. Зато есть вот тройник. Что еще? Убрать вот эту дресню, сложить пылесос, отвезти его домой. Вот лампа. Так. Еще хочу сделать из брусочков 2 или 3 панели такие, картины, знаешь, такие. Рамка и в ней брусочки разной длины. А не горит, потому что магнитофон подключен. Вот. Нехватка розеток, короче. Пришлось тройник задействовать. Смотри, рядом 2 розетки по 2 и не хватает, прикинь. Вот такой бред. Не снимай, не выкладывай.
не в духах сегодня. Не все это. Не хватает сил. Тяжело. Так, это берем. Что еще берем? Обязательно ключ берем. Ладно, не буду кидать. Подставку для телефона обязательно. Педальку свою. Обязательно. Короче, когда я что-то играю, импровизирую, у меня происходит спотыкачи. Я тебе сейчас объясню, почему. Это происходит. Потому что моя фантазия и мои возможности не состыковываются. И у меня во время игры происходит, может быть, вот так сыграть, и это не вывозится, потому что вылетается из сетки. Это не зависит от тренировки рук, хотя и от этого тоже. Это зависит от того, что моя фантазия была рассчитана не на весь такт, а на 2/4, например. А дальше у меня не было в голове, что я буду играть дальше. Я начинаю, например, тра-ту-ту-ту, и не вмещаюсь в размер, и заканчиваю, собственно, играть. Потому что мне показалось, будет круто, если я начну вот такой брейк. А как я его закончу, у меня в голове не было. Вот как-то так. Это все у меня происходит в башке. Чтоб ты понимал. И не более. Снимаю тебе на 10. Вот можешь вспомнить, как это было. Сколько? 2 года назад я купил вот этот телефон. Я просто хочу посмотреть, что я записал. И подключил это вот к этой системе, короче, нехилой. Не выводит. Автофокус, короче, здесь. В беде. Так, а это я, наверное, вот с собой возьму, иначе я это потеряю. Вот я сейчас сижу, слушаю, и даже сейчас не понимаю, что я хотел сыграть, понимаешь? А когда я играл, тем более не мог понять. Вот это мне нравится. Бочка. Вот все, ламповый бошка. Вот что с камерой происходит, видишь? Именно поэтому и был куплен новый телефон. Вот так вот. А где эта штучка? Подножка от этих хрень. Не подскажете? Так, надо ее найти. Подножка вот от этой штучки. А куда я ее мог? Вот она. Короче, попили чайку у Игорька на базе. Вытряхнули пылесос. Разобрались, что там не так, почему он не сосет. Там забито наглухо все. Просто мусор уже вне мешка и везде, короче. Вот. Собрал шмурдяк, поиграл чуть-чуть. На остатках сил. Сил реально нет. После вчерашнего все болит. Ноги, спина, блин, поясница. С батей вчера еще на стойке нахряпался, короче. Башка с утра болит. Короче, не жизнь, а праздник. Да, забыл сказать. Видишь, вот это безобразие. Ну, то есть взорванная подушка и переклеенная сверху кавером. Заказал новую, короче, ждем. Не снимай, блядь! Не выкладывай! Все еще 19 февраля, девчонки и мальчишки. Еду на репетицию. Видишь, вот этот небоскреб бесхозный оказался, прикинь, никому не нужен. Построили, теперь стоит.
еду на репетицию, и солнце шпарит вовсю. Ну, когда такое было? День. День-то прибыл, кстати. Я, как всегда, что-то неправильно понял, или хз. Вроде бы к 6 договорились. А, стоят. Да время почти 6. Я приехал, никого нет. Ой, тут все как бы это стоит. Может, сегодня в райд попробовать все-таки поиграть. Чушь. Вот, помнишь, я говорил про тряпку, которую летали на стенах? Офигеть. Представляешь, какая у него большая эта тряпка? Какой большой рулон. Как это? Смотри, ширина какая. Офигеть просто. Круто. Вот такой тряпкой сделать, если... Это будет мега круто просто. Мега. Тащил, короче, к себе сюда эту штуку. Один раз на сольнике ее только использовал. Больше ни хрена. У меня как бы не заточена игра, чтобы по ней что-то делать там. Играть по ней. Надо привыкать опять же. И потом опять же у меня справа чайник стоит. А ее там поставить некуда. А как бы слева ставишь ее. А ты как бы слева не умеешь по ней играть, например. Не получается. Педали-то у меня не зажимают эту бочку, короче. Здесь у меня метроном, темпы и подставка под телефон. Такая вот штучка. Кстати, Виталин подгончик опять же. Хорошо, блин, прекрасно иметь свою студию у себя дома. Вообще просто прекрасно. Но у меня тоже неплохой вариант, скажи. Ну, и платежи у меня, наверное, меньше, чем у Виталия за дом. Аппарат осталось только взять. На лето планирую сделать штуки 2-4 акустические панели из брусочков. Вот это будет круто. А сейчас я смотрю на Озоне какую-то акустическую ткань, чтобы ее взять и оббить ей вот эти мои панели, короче. И вообще будет по ферме выглядеть, просто будет шикардос, короче. Как-то, короче, на одном Тусевиче, по-моему, тоже новогоднем каком-то, очередном, я вот именно вот на этом диванчике спал. Я, в общем-то, каждый раз у него, у Витальки, ночую после Тусевича. Вот, наверное, был единственный раз, когда я не ночевал. Я у него спал везде. На втором этаже, на первом этаже на диване. Здесь спал. Короче, спал везде.
Ну так, я слабохарактерный, мне стакан поднесут, я не могу отказаться. Представляешь, такой вот маленький алкаш. Но сейчас в основном отказываюсь. Поэтому в прошлый раз на тусовке я отказался. И поехал домой, собственно, на Кубе. Так что воля присутствует, в принципе, в определенных пропорциях. Блин, кайфово тут Виталий. Написал ему в ТГшку: Виталя, запусти меня. Виталий такой: ща. Смотрю, ворота открываются. А я уже залипать стал в машине. Прикинь, в машине сижу, пригрелся. Такой: давай залипать, короче. Надо резко взбодряться, потому что сейчас репетиция, надо что-то результат показывать, видите ли. Не снимай, не выкладывай.
Грязно шиздец просто. Вообще жопа. Жопа полная. Ну а чё, в чем была? Такое ощущение, как будто Во мы всем. разные аккорды играли вообще. Да, так Ну. вы договоритесь как-то и сыграть один. Не, мы одни аккорды играли, точно но не не- в те ноты попадали. Попадал, как минимум. Слушайте, Сбивки, я дежурные сбивки, эти вот пионерские дежурные сбивки. Понял, да?
выкладывай. Не снимай, не выкладывай. Ты что хочешь за мной? Кот. Слышал, что он сказал? Сань, Бобик. Ты что такой холодный, Бобик? Холодный черт. Ты что такой, а, кот? Что такой наглый? А? У меня сейчас телефон сядет. Еще нарепались. Давай, увидимся завтра. Пока-пока. Настя, тебя люблю. Ненавижу,